Привет! Недавно я загорелась юбкой-сеткой и только после этого узнала, что это еще и тренд. Я долго выбирала оттенок пряжи, а узор сразу же запал мне в сердечко. Довольно-таки долго я ломала голову, как сделать на нем убавки, но я справилась. И теперь готова поделиться своими знаниями. Ну а с вами, как всегда, Юля. Подписывайтесь, жмите пальчики вверх и пишите в комментариях, загорелись ли вы теперь таким стильным элементом для своего гардероба. Ну и давайте покажу вам поближе это произведение искусства. Ну, как я считаю. Вся юбка состоит из ячеек, расположенных в шахматном порядке. Изначально кажется сложноватым, но на самом деле ничего сложного там нет. Буквально за 2-3 ряда уже реально разобраться в этом узоре. Но на одной филейной вязке я решила не останавливаться и добавить очаровательную обвязку по талии. Но это еще не все. По низу юбки я сделала точно такую же обвязку. Вы можете заменить ее на другую. Что касается материалов, я буду использовать пряжу Yarn Art Style в 50 граммах 185 метров. Состоит из 67% хлопка и 33% вискозы. Мне понадобится 7 моточков. И вы только посмотрите на этот очаровательный блеск, который дает вискоза. Цвет 654. Также для вязания я буду использовать крючок 1,6 мм. Вы можете использовать от 1,5 до 2 мм. Все зависит от плотности вязания или от желаемой плотности вязания. Что касается размера изделия, полуобхват моей юбки составляет где-то примерно 49 сантиметров. А что касается полуобхвата талии, она составляет 38 сантиметров. Но не переживайте, обхват талии мы можем регулировать шнурочком, который я также покажу, как вязать. А талия такая широкая, потому что мне нужно было, чтобы юбка проходила через бедра. Еще чуточку технической информации. Изначально вам нужно будет связать образец. Я решила не вставлять этот фрагмент, так как дальше я буду детально показывать, как провязывать этот узор по кругу. Как только вы его свяжете, нам нужно будет измерить количество петель в 10 сантиметрах. Я прикладываю ленту к первому столбику первой ячейки и нахожу на ленте 10 сантиметров. Важная информация: раппорт одной ячейки 6 петель. И начинаем считать: 6, 12, 18, 24. И здесь у нас ячейка заканчивается двумя столбиками, это 24, еще один, ну и я добавляю примерно 2 столбика. Всего у меня вышло в 10 сантиметров 26 петель. Это можно посчитать по первому ряду в схеме. Вам даже проще будет считать количество петель по первому наборному ряду. Теперь, как высчитать все петли по кругу? Помним, в одном раппорте у нас 6 петель. А как мы уже высчитали, в 10 сантиметрах у нас 26 петель. Теперь измеряем свой обхват бедер. Мой обхват бедер составляет 95 сантиметров. Что делаем дальше? Так как в 10 сантиметрах у нас 26 петель, нам нужно эти 26 петель умножить на 9,5. Почему именно 9,5? Так как мы все-таки берем 26 петель в 10 сантиметрах. Если бы это был 1 сантиметр, мы бы брали 2,6. И у нас выходит 247 петель. Но небольшое отступление. Я вязала эту юбку уже 3 раза, и я знаю, что этого недостаточно, потому что она вытягивается в длину, а в ширину ее потом становится недостаточно. И вы выглядите просто как русалка или как в одном чулке. Поэтому я добавляю еще 10 сантиметров, то есть плюс 26 петель. Итого у меня выходит 273 петли. Но нам нужно проверить, подходит ли это количество петель под наш расчет. Нам нужно разделить на один раппорт, то есть на 6 петелек. Полностью не делится, 3 в остатке, поэтому я округляю до ближнего, у меня выходит 270 петелек. Это наше рабочее количество петель. И плюс нам нужно будет еще провязать одну дополнительную петлю для соединения. С этими петлями нам и придется работать. То есть самый главный принцип в расчете петель — они должны делиться на 6. Если не делятся, то подгоняем все, потому что в одном раппорте 6 петель, чтобы наш рисунок полностью состыковался.
И советую в обязательном порядке добавлять минимум 8 сантиметров, ну а лучше 10, чтобы ваша юбка не получилась в облипку, иначе это действительно очень некрасиво и даже ходить в ней тяжеловато будет. Как я ранее и говорила, я ее перевязывала уже 3 раза, и я знаю, о чем я говорю. Ну вот теперь уже и можно вязать. Вначале делаем первую петельку, которая будет являться узелком, и не давать цепочке распускаться, мы ее подтягиваем, ее считать не будем. И дальше набираем 270 петель, ну либо то количество петель, которое у вас вышло. И плюс еще одну дополнительную петлю, чтобы состыковать эту цепочку в круг. Цепочка набрана, теперь ее нужно распрямить так, чтобы она не перекручивалась, для того, чтобы ее сомкнуть в круг. Находим самую крайнюю петельку и в нее провязываем соединительный столбик. Ну, пора уже вязать ее узор. Вначале мы сделаем первую петлю подъема, а провязывать мы будем за перемычки, которые находятся с обратной стороны. Вот косичка, а с обратной стороны у нас будто бы вот такие вот мостики, они находятся ровно по центру. За них мы не будем вязать, хотя по факту разницы нет. Первым делом мы провязываем 2 столбика без накида. На схеме они выглядят как плюсики, ну или крестики. Первый провязан, и затем провязываем второй. Далее набираем цепочку из 4 воздушных петель. Затем на цепочке отсчитываем 3 петельки, в четвертую делаем первый столбик, затем провязываем второй столбик и рядышком третий столбик. Далее снова набираем цепочку из 4 петель. 3 отступаем, в четвертую провязываем первый столбик, затем вяжем второй столбик и третий столбик. Снова набираем цепочку из воздушных петель. Отсчитываем 3 петельки на цепочке и в четвертую провязываем столбик. Затем провязываем второй столбик и сразу же третий. И так вам нужно будет чередовать до конца ряда, формируя вот такие вот ячейки. В конце ряда я вам покажу, как соединять. Вот сейчас мне осталось довязать последнюю ячейку. Я набираю 4 воздушные петли, и так как мы начинали с 2 столбиков, нам нужно довязать третий, и его я провязываю самую первую петлю, где мы соединяли. И как раз таки сейчас мы находимся у самого центра. Шов мы будем делать зигзагообразный, поэтому набираем 3 воздушные петли, шагаем вправо, и в центральную ячейку я лучше советую провязывать именно соединительный столбик, а не так, как у меня. И набираем 4 воздушные петли. Нам снова нужно сформировать арку. Делаем накид. И вот смотрите, сразу же перед ячейкой у нас есть столбик без накида. В него мы провязываем столбик с накидом. Теперь нам нужно его соединить с аркой, то есть мы его как бы укладываем на нее и провязываем один столбик. Дальше снова накид, и в конце арки провязываем столбик с одним накидом. Снова 4 воздушные петли, накид, и перед аркой провязываем один столбик с одним накидом. И снова укладываем ее на арку. Провязываем столбик без накида. Опять накид. В конце арки провязываем столбик с одним накидом. 4 воздушные петли. Делаем накид. И перед аркой в столбик, в крайний столбик, вот мы его видим, провязываем столбик с одним накидом. И снова его соединяем с аркой и провязываем столбик без накида. Снова накид. В конце арки в первый столбик без накида из предыдущего ряда провязываем столбик с накидом.
4 воздушные петли, накид, и перед аркой в крайний столбик провязываем столбик с одним накидом. И снова соединяем с аркой. Опять накид, провязываем столбик с одним накидом. И так нам нужно будет чередовать до конца ряда. Я думаю, вы уже разобрались. Тем более вы тренировались на образце. Встретимся в конце ряда. Мне осталось довязать совсем чуть-чуть. Вот, я уже почти дошла до центра. Довязываю столбик с одним накидом, 4 воздушные петли. Теперь накид, так как ячейка у нас была не уплотненная. То есть вот с одной стороны она была провязанная, а с другой стороны нет. Поэтому нам нужно было довязать столбик с одним накидом. И в центральную ячейку провязываем столбик без накида. Смотрим, вот он мой центр. Соответственно, вот это моя центральная ячейка. Мы будем все время ходить рядом с ней. И мне нужно попасть вот сюда. Поэтому провязываем соединительный столбик, как бы слегка смещая нашу петельку левее, чтобы не образовывалось никаких дырочек. Сместили. Теперь набираем 3 воздушные петли, чтобы уплотнить половинку ячейки. И в центр ячейки провязываем один столбик без накида. Это и будет начало нашего ряда. Его можно будет пометить маркером, чтобы не запутаться, потому что вначале я все-таки путалась. И теперь нужно уплотнить вторую половинку ячейки, поэтому провязываем столбик с одним накидом. Далее арка, 4 воздушные петли. И в основании следующей арки провязываем столбик с одним накидом. И снова соединяем с аркой. Провязываем столбик без накида. Нам нужно провязывать столбики с одним накидом, когда мы находимся над аркой. То есть мы их кладем то на одну сторону, то на другую. А когда между ними, нам нужно провязывать арку. И таким образом мы будем располагать их в шахматном порядке. Сейчас делаем столбик с одним накидом и уплотняем вторую половинку арки. Сейчас мы между арками, значит, набираем цепочку из 4 воздушных петель. Делаем один накид и у основания следующей арки провязываем столбик с одним накидом и укладываем его под арку. Провязываем столбик с одним накидом. Снова столбик с одним накидом. Цепочка из воздушных 4 петель, накид и провязываем столбик с одним накидом и укладываем его, связываем с аркой. И так нужно будет чередовать до конца ряда. Встретимся в самом конце. Я подошла к последним аркам. Смотрим. Вот в этом месте мы начали, там, где у меня маркер. И мы видим, что арочка уплотнена с одной стороны и с другой стороны столбиком с одним накидом. Значит, в конце нам нужно будет соединить эту вершинку только цепочкой из 4 воздушных петель. Пока что я довязываю свои столбики. И так как первая арка уже была уплотнена, я провязываю только 4 воздушные петли и соединяю с верхушкой арки. Так мы закрыли третий ряд. Напоминаю, мы работаем с центральной ячейкой. Здесь у нас будет располагаться шов. Мы можем видеть по хвостику в самом начале наборного края. Убираем маркер, чтобы не мешался. И помним, так как мы идем зигзагом, значит, сейчас нам нужно будет сделать шаг вправо. До этого делали влево, сейчас вправо. Набираем цепочку из 3 воздушных петель и в центральную правую арку провязывайте лучше соединительный столбик. Не так, как у меня, соединительный столбик. Так будет намного аккуратнее. И эта верхушка будет являться и началом, и концом нового ряда. Помечаем ее маркером.
Значит, теперь нам нужно сделать цепочку из 4 воздушных петель, так как арочка у нас уже уплотнена. Набираем цепочку из 4 воздушных петель, делаем накид и в основании следующей арки провязываем столбик с одним накидом. Укладываем ее на следующую арку. Так мы уплотнили половинку. Чтобы уплотнить вторую, провязываем один столбик с одним накидом. Снова нужно сформировать арку, 4 воздушные петли, столбик с одним накидом и у основания следующей арки. Уплотняем арочку, провязываем столбик без накида. Снова накид и уплотняем следующую половинку арки. Снова нужна арка, 4 воздушные петли и провязываем столбик с одним накидом. Соединяем с аркой, столбиком без накида. И так чередуем до конца ряда, до нашего маркера. Что же, я нахожусь в конце ряда. Смотрим. Здесь мне еще нужно довязать столбик с одним накидом. Провязываю его. А теперь дальше. Видим, нам нужна арка. И так как ячейка не уплотнена, вот видим, половинка ячейки не уплотнена, значит, нам нужно будет провязать еще столбик с одним накидом. И провязываем его в основании нашей арки. И соединяем с центром или верхушкой нашей арки, чтобы наш узор был полностью завершен. Провязывайте именно в петлю. Теперь нам нужно будет двигаться влево, но нужно сместить слегка нашу петельку, поэтому провязываем соединительный столбик и нужно уплотнить арку. Набираем 3 воздушные петли и уплотняем ее. То есть эти 3 воздушные петли заменят нам столбик с одним накидом. Уплотняем ее с другой стороны, провязывая столбик с одним накидом. И вот как раз-таки центр этой арки и будет нашим началом и концом нового ряда. Дальше нужно сформировать арку. 4 воздушные петли, столбик с одним накидом, соединяем с аркой столбиком без накида, затем столбик снова с одним накидом и ячейкой 4 воздушных петель. И так вам нужно будет чередовать до конца ряда. Я надеюсь, что с узором вы уже разобрались, и он не доставит вам никаких хлопот. Встретимся в конце ряда. Я подошла к последней ячейке и смотрим, вот там, где у нас маркер, это и будет началом и концом нашего ряда. Смотрим, здесь арка уплотнена, здесь арка уплотнена, значит, нам хватит всего лишь набрать 4 воздушных петель. И соединяем с вершиной арки. И главное, провязывайте столбик без накида в петле, то есть не под арку, а в петле, чтобы он закрепился. Сейчас мы находимся ровно по центру нашего шва, значит, набираем 3 воздушные петли и делаем шаг назад, вправо, и провязываем соединительный столбик. Помним, не как у меня. Я об этом пожалела, мне пришлось перевязывать это. Если вы будете провязывать точно так же, то получится какой-то слегка уплотненный шов и еще дополнительная петля. Так, дальше формируем арку и соединяем столбик с одним накидом со следующей ячейкой. Снова столбик с одним накидом, 4 воздушные петли, накид и провязываем столбик с одним накидом в основании следующей ячейки. Ну и давайте еще раз расскажу вам, как мы будем соединять наши ряды. Смотрим, вот наша ячейка, с которой мы начинали. Давайте вот так вот покажу. С одной стороны арка уплотненная,
а с другой стороны нет. Значит, нужно будет закончить уплотнением, аркой и снова уплотнением, то есть столбиком с одним накидом. Если бы она была здесь уплотнена, мы бы провязали просто 4 воздушные петли. Если вам все еще нужна поддержка, то просто отмотайте видео слегка назад, и тогда вы сможете заново просмотреть, потому что рисунок абсолютно не меняется. Вот еще что касается шва. Вот наша центральная ячейка, и мы все время будем делать шов зигзагообразным. То вправо, то к центру, вправо к центру. Ну и, соответственно, так мы будем вязать кругами на ту длину юбки, которая нам необходима. Небольшое включение. С одного моточка у меня уходит 15,5 рядов. Впоследствии это будет по 16 рядов. В сантиметрах это где-то 9,5 сантиметров. Ну, грубо говоря, 10. Впоследствии ваша юбка еще слегка вытянется. Поэтому вяжите сейчас примерно 7 моточков, либо 6, в зависимости от длины. И потом нужно будет постирать юбку, чтобы узнать, какого же действительно она размера. Ну что ж, я провязала 80 сантиметров в длину своей юбки. На это у меня ушло ровно 7 моточков подчистую. Всего в рядах это 112 рядов. И тут я решила не рисковать и, не закрепляя никакие ниточки, просто постирала свою юбку. Как я и говорила, юбка знатно вытянулась. Но когда я ее расправляла, я ее вытягивала еще в ширину, чтобы сама по себе она не была узкая. Поэтому я ее расправила в ширину, в длину я уже ее не тянула, и таким образом я ее высушила. После того, как юбка высохла, фактически она у меня вытянулась на 10 лишних сантиметров. И так как все петельки расправились, в 10 сантиметрах у меня вышло 12 рядов. Их-то я потом и разобрала, и у меня еще остался вот такой вот моточек. Этого мотка нам хватит и на обвязку, и на шнурок, и еще даже останется. И по факту тогда моя юбка состоит из 100 рядов, если их считать вот так вот в шахматном порядочке. Ну и еще раз оговорюсь, длина моей юбки сейчас 80 сантиметров. Я провязала длину миди до талии. Ну и давайте сейчас свяжем убавочки. Но помним, убавки нужно делать так, чтобы юбка все-таки проходила через бедра. Поэтому сами убавки я буду делать через раз. То есть то ячейка, то убавки. Ну, а вы смотрите уже по своим параметрам. Итак, вначале мне нужно уплотнить первую ячейку. Мне сейчас нужно идти как раз-таки назад, в правую сторону. Здесь я провязываю вот, наконец-то, соединительный столбик. Итак, теперь провязываем первую ячейку. Делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. Первая ячейка провязана, а сейчас нужно делать убавку. Подхватываем нить под первую ячейку и затем переходим к следующей и точно так же подхватываем нить под вторую ячейку. У вас образовывается 3 петли. Их мы провязываем вместе. Так мы провязали первую убавку. Сейчас уплотняем половинку арки столбиком с одним накидом. Теперь нужно провязать одну арку из 4 петель. Соответственно, все, как мы делали до этого. Так, арка готова. И теперь подхватываем одну ячейку, не провязывая. И затем захватываем еще одну ячейку. И теперь все 3 петли провязываем вместе. Так мы сделали вторую убавку. Снова уплотняем арку с одной стороны. Провязываем ячейку из 4 воздушных петель. И вяжем столбик с одним накидом. Так, и снова захватываем первую ячейку, не провязывая, и затем сразу же вторую. И провязываем их вместе. Сделали третью убавку. Уплотняем ячейку столбиком с одним накидом. Провязываем арку из 4 воздушных петель. Делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. И снова подхватываем первую арку, не провязывая, и сразу же вторую арку и провязываем все 3 петли вместе. Снова уплотняем арочку столбиком с одним накидом, провязываем арку из 4 воздушных петель, накид и столбик с одним накидом.
Снова делаем убавочку. Первая арка, вторая арка и провязываем все вместе. Вот так вот аккуратненько у нас будет получаться заужение. И рисунок по факту не сбивается. Ну и вот таким образом вам нужно будет довязывать этот ряд. Если у вас юбка очень широкая, можете сделать 2 ряда таких убавок, но все так же делаем через одну, то есть арка, потом убавка, арка, потом убавка. И так заужаете, пока она буквально в упор не станет по бедрам, либо чуть-чуть шире. Мы все это компенсируем еще шнурком, так что не переживайте. Главное, не заужайте ее так сильно, что потом вы в нее не влезете. Лично я провяжу только 1 рядочек таких убавок, и мне этого хватит. Вяжите до конца. Как вы видите, ряд с убавками я довязала, и вот так вот у меня юбочка заузилась. Но мы помним, петельки-то все еще будут вытягиваться, соответственно, она все-таки будет поуже там. Следующим шагом нам нужно будет провязать 2 ряда по рисунку. Здесь вы явно не запутаетесь, потому что все выглядит точно так же, как и было. И как вы можете заметить, убавками мы рисунок совершенно не сбили. То есть там, где мы провязывали убавки, это и будет наш этот промежуточек между арками. Ну вот, например, я в центре арки, я ее уплотняю в то место, где делали убавку. Провязываю арку из 4 петель, накид и провязываю перед следующей аркой столбик с 1 накидом. Снова уплотняю ее и с другой стороны опять-таки уплотняю. И так вам нужно будет провязать 2 рядочка. Эти 2 ряда у нас пойдут как раз-таки под место, куда мы будем втягивать наш шнурок. Ну а тем временем я провязала уже 2 ряда, и сейчас пришло время обвязки. Вы можете использовать тот вариант, который я вам предлагаю, либо же свой. Мы будем делать что-то типа гор с пиками. Вначале мы делаем 1 столбик с 1 накидом в арку. Затем делаем еще 1 столбик с 1 накидом. То есть их уже 2. Набираем цепочку из 3 воздушных петель и провязываем ее, закрепляем в верхушку нашего столбика. Можете провязать соединительным, либо как я. Далее столбик с 2 накидами. И оставшиеся 2 столбика с 1 накидом. Вот первый и второй столбик с 1 накидом. Теперь между ячейками у нас есть 2 петли. В первую провязываем столбик без накида, и во вторую точно так же провязываем столбик без накида. Вот такая красота получается. Давайте еще раз повторим. Начинаем в ячейку провязывать 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик, второй столбик, цепочка из 3 воздушных петель, присоединяем ее к верхушке нашего столбика. Далее столбик с 2 накидами провязываем. И оставшиеся 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик и второй столбик. Далее провязываем столбик без накида в соединение между ячейками. Первый и второй. Вот что уже получается. Мне очень нравится. Давайте еще раз сделаем. Провязываем 2 столбика с 1 накидом под ячейку. Это был первый. Второй столбик с 1 накидом. Цепочка из 3 воздушных петель. Присоединяем ее к верхушке наших столбиков. Далее столбик с 2 накидами. Провязываем первый накид и второй накид. И 2 петли вместе. Дальше 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик и второй столбик с 1 накидом.
И между арками провязываем 2 столбика без накида в первую петлю и во вторую петлю. И вот так вот нам нужно будет обвязывать до конца ряда. Я надеюсь, вам все понятно было в этом узоре. Ну и вот такая прелестная вязочка у нас получилась. Все выглядит очень аккуратно, а на талии будет смотрительно. Но на этом я решила не останавливаться, и я также решила обвязать и низ своей юбки. Вы, если хотите, можете обвязать ее просто столбиками без накида, либо же каким-то другим узором, но мне показалось, что это будет потрясающе выглядеть. Внизу юбки я нахожу шов, там у нас как раз будет торчать ниточка. Прикладываю нить от мотка и закрепляю ее обычной петлей. Мы как раз таки находимся между ячейками. Хвостики я эти потом завяжу и заправлю. Итак, делаем первый столбик с одним накидом. Подтягиваем нить, а то вылазит. Второй столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли. Закрепляем их у вершины столбиков. Далее столбик с 2 накидами. И заканчиваем 2 столбиками с одним накидом. Далее опускаем нашу гору эту, закрепляем столбиком без накида первым и рядышком в следующую петельку провязываем второй столбик. Снова следующая ячейка. 2 столбика с одним накидом, это первый, второй столбик, 3 воздушные петли, закрепляем у вершины столбиков, столбик с 2 накидами и 2 завершающих столбика с одним накидом, первый и второй, и закрепляем между ячейками. Провязываем первый столбик без накида и рядышком в следующую петлю второй столбик без накида. И так обвязываете до конца ряда. Ниточки потом мы с вами завяжем, обрежем. Мы уже на финишной прямой. Осталось нам научиться вязать шнурок. Я его буду вязать спицами чулочными, 2 штучками. Это вяжется несложно, поэтому не переживайте. Берем 2 чулочные спицы. Я взяла 3 миллиметра. Размер особо не имеет большого значения. Пока что берем 1 спицу, и нам нужно сделать набор. Укладываем нить, как показано в видео, на большой указательный палец. Укладываем спицу между этими пальцами и заводим ее под нить на большом пальце. Захватываем ниточку с указательного и протягиваем в образовавшуюся петлю. Так у нас получилось 2 петельки. Точно так же нить остается на пальцах, заводим спицу под нить на большом пальце и захватываем нить с указательного, протягиваем через петлю. У нас образовалось 3 петли на спице. Все, нам больше не нужно. Хотите шнурок толще, набираете больше. Итак, перетягиваем к началу спицы, рабочая нить остается слева, а мы начнем вязать справа. Вводим спицу в первую петлю, подхватываем нить и снимаем ее с левой спицы. Мы провязали первую петлю. Затем вводим во вторую, подхватываем нить и точно так же делаем с третьей. Первый ряд провязан. Перетаскиваем петли в начало спицы. Нить все так же остается слева. Снова провязываем первую петлю, снимаем ее, вторую петлю и третью петлю. Перетягиваем в начало спицы. Опять первая петля, провязываем, все вяжем лицевыми. Вторая петля и третья. Снова перетягиваем в начало ряда.
Первая петля провязываем, вторая и третья. Вначале, когда шнурок еще коротковат, как-то как будто бы слегка тяжеловато. Но потом, на самом деле, вы просто не заметите, как свяжете этот шнурок. Потихонечку его подтягиваем, перетягиваем, и таким образом он у нас становится каким? Многосторонним, круглым он становится. Швы полностью соединяются, и он становится похож на обычный шнурок, который мы привыкли видеть. И так вяжем этот шнурок. Можете вязать на один обхват талии, если вы хотите просто его втянуть и завязывать, либо же можете обыграть и связать на 2 обхвата талии, и чтобы оставались хвостики на то, чтобы их завязать. И тогда у вас еще будет такой симпатичный шнурок, который дополнительно будет обрамлять вашу талию, и это будет довольно-таки красиво. Ну, я уже не стала заморачиваться, но на самом деле того моточка вам еще хватит, еще на, не знаю, на 5 таких шнурков. В общем, вяжем на необходимую длину. Я надеюсь, я показала все доступно и понятно, особенно для тех, кто никогда не вязал на спицах, ну, либо пару раз их держал в руках. Но у меня уже все готово, и сейчас наша задача вставить шнурок в ячейки. Самые верхние мы не будем затрагивать, те, которые мы обвязывали. Мы будем вставлять в 2 последних ряда, которые мы провязывали после убавок. Я нахожу центральную ячейку, которая находится спереди, и я хочу, чтобы мой шнурок выходил на изнаночную сторону, чтобы снаружи он у меня не болтался. Поэтому с лицевой стороны на изнаночную я вытягиваю шнурочек на ту длину, сколько я оставила на завязывание. И дальше нам нужно будет зигзагообразно вводить шнурок то в одну ячейку, то в другую. Итак, вот мы вводим в ячейку, которая находится слегка повыше, тоже опять-таки наизнанку, и выводим из ячейки, которая находится ниже, на лицевую сторону. Первую петлю сделали. Теперь в ту ячейку, которая повыше, вводим, и та, которая ниже, выводим. Боже мой, как я объясняю. Снова вводим в одну ячейку и слегка ниже выводим. То есть у нас шнурок будет вставляться зигзагообразно, но впоследствии он будет сидеть ровно. Ну, соответственно, таким способом мы протягиваем шнурок полностью на весь обхват нашей юбки. Ну а с вами, как всегда, была Юля. Подписывайтесь на мой канал, ведь я вяжу только самые стильные и полезные вещи. Обязательно переходите на другие мои видео, я уверена, вы найдете что-нибудь, что точно вам приглянется. Если вам понравился этот мастер-класс, обязательно нажмите на пальчик вверх, ведь это очень помогает в продвижении моего канала, и вы не представляете, как меня это радует. Но еще больше меня радуют ваши комментарии. Боже мой, они такие теплые, такие добрые. Я вас просто обожаю. Но еще я вас призываю не потеряться, поэтому нажмите колокольчик, чтобы вам всегда приходили уведомления о новых выпусках. Потому что у меня уже готовится еще парочка интересных идей. И, кстати, кое-что для этой юбки в качестве аксессуара. А я вас всех люблю, целую, встретимся в следующую субботу. Пока!